Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас конец марта. Как видите, погода выдалась довольно-таки неплохая, солнечная, несмотря на то, что последние пару дней реально шел дождь. И я решил сегодня пройтись по солнечному Киеву, пройтись с Золотых Ворот по Ярославовому валу, заглянуть в культовую киевскую булочную. Я вам сейчас прочитаю про нее пару фактов, и вы просто прозреете. Далее я дойду по Ярославовому валу до рынка, промониторим цены на продуктовой ярмарке, и дальше уже как повезет, смотря куда мы спустимся и смотря куда мы пойдем. А начать я хочу, собственно, с Золотых Ворот, куда я приехал. В одном из прошлых роликов мы тут уже странствовали, мы тут уже гуляли. Вот так выглядит Золотые Ворота как туристическая достопримечательность. Много людей, пока я сейчас подключал микрофон, много людей фотографировалось. На удивление, я только что вышел с метро. Много людей сейчас какие-то снимают видео, какие-то тиктоки, какие-то камеры стоят, кто-то сидит с ноутбуком, что-то записывают. Вон ребята, видите, целой толпой записывают, видимо, тиктоки, или, может быть, какая-то певица записывает музыкальные произведения. Хотя камеры там особо нету, там есть телефон с диктофоном и есть солнце и фотоаппарат. Вот так вот Киев на Золотых Воротах выглядит. Вон еще какие-то ребята, видите, фотографируют или, может быть, снимают видео. Вон там вот как кто-то работает с ноутбука. Ну, наверное, конечно же, нужно создать сайт, и для сайта нужны качественные фоточки. Поэтому это все должно выглядеть цивильно и классно. Вот, друзья, можете посмотреть, сколько людей в будний день, да, сейчас будний день, на Золотых Воротах. Сейчас около 4 часов вечера, не знаю, как можно сказать. Кто-то сверху тоже, вон, видите, девушка сверху с телефоном, тоже что-то записывает. Вон там он в самом верху. Ну, а мы идем на Ярославов вал. Друзья, я каждому из вас ставлю респект, я каждого из вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что уделяете свое время моему каналу. Я каждому из вас ставлю респект, потому что это для меня важно. Не забывайте ставить коммент, не забывайте ставить палец вверх и не забывайте подписываться на канал, потому что много интересного выходит. Друзья, я не знаю, оставлю я музыку или нет, потому что в прошлый раз, когда этого флейтиста шотландца записывал, то YouTube мне высветил информацию про авторские права, про то, что нельзя это использовать в роликах. Давайте спросим, почем у нас сегодня цветочки, в какую цену и что у нас тут продают. А 11 багато? А в яку ціну тюльпани у вас? Оці? Ці 50, ці 40. Ага. 11 550. Вот такие вот. Даже есть тканевые. Видите? Интересные цветочки. Друзья, и давайте я вам небольшую затравку дам, чтобы вы оценили потенциал этого ролика и не переключались. Ярослава, булочная Ярослава, кто-то ее называет Ярославна, она открылась в 1947 году. Вы только представьте, 1947 год. Некоторые называют 1946 год, но от этого, скажем так, полувековая его история не меняется. Буквально прочитаю вам пару отзывов на Google карте, чтобы вы понимали всю прелесть того, куда мы сейчас идем. Это заведение известно как и Киевская перепечка. Очень рекомендую
пробовать булочки, вкусные, как в детстве. Именно ими и славится это место. Большой выбор как классических вкусов, так и сезонных. С начинкой и без. Вообще супер. Цены порадуют гостей, очереди почти есть всегда, ведь место популярное. По дождливому Киеву забрели в это местечко, словно с прошлой эпохи, но так душевно, уютно. В большие панорамные окна с чашечкой вкусного кофе наблюдать мокрую бровку вечернего города, фонари машин и спешащих прохожих. В целом Ярославль – одна из самых длинных улиц столицы. И ее интерес немного в другом, не в длине, а в несметном количестве исторических памяток. Тут есть шедевры архитектуры, мистические закоулки, забавные всякие скульптуры малоизвестной древности, увидеть которые иногда сложно, но можно. Уютные скверы, горки, необычные здания. И все это, друзья, мы сейчас с вами осилим и посмотрим. И вот только-только, да, мы с вами перешли от Золотых ворот сюда, вот завернули на Ярославль. И вот смотрите, уже сходу, что мы видим? Посмотрите, насколько жить вот в этом здании с этими химерными створениями было бы круто. Класс. Будинок даже принимает экскурсии. Если я правильно понимаю, это дерево, это деревянные такие ворота, двери, которые, ну, наверное, грех даже будет менять. Ладно, друзья, потопали мы по Ярославлю Валу, посмотрим. Не забываем поворачивать голову влево и вправо, чтобы оценить все красоты. Немного о погоде. Погода сейчас классная, солнечная. Она подталкивает к прогулкам, она подталкивает людей снимать шапки, она подталкивает людей снимать куртки. Но, несмотря на вроде бы солнечную погоду, я все равно сегодня отдаю предпочтение зимней куртки. К концу недели, а сейчас вторник, у нас в Киеве обещают до плюс 20 градусов. Вы только представьте, плюс 20 градусов. Верите или нет, я думаю, то вы сможете это узнать только в следующих видеороликах, которые выйдут на канале. Вот видите, у нас вот такой вот велосипедист бежит по велодорожке с коробками от новой почты. Ну, я думаю, что мы ему простим, потому что если бы он шел по тротуару, это было бы намного сложнее. Будинок актора. Видите, мы дошли с вами до будинку актора и просто посмотрим, а что у нас в репертуаре на сегодняшний день. Сегодня, точнее, это не сегодня, это уже на апрель, квитень месяц, квитень 24. Видите, лекции креативного агентства, потом идет где-то вход за запрошенными, где-то платный, где-то бесплатный, где-то стоит цена. Короче, разные концертные программы, разные предложения и, соответственно, разные цены. Будинок актора. Друзья, вы знаете, вот, что, допустим, вот этот вот доставщик Глова, он нарушает правила. Всегда направление движения для велосипедистов, оно рисуется лицом. То есть, если вы едете, допустим, вот таким образом, и велосипедист, соответственно, смотрит на вас, да, рисуночек, то, значит, вы едете правильно. Если вы едете велосипед вверх ногами, то, конечно, вы едете неправильно. Хотя, с другой стороны, я, честно говоря, не представляю, где тут должен ехать велосипедист. С той стороны все припарковано, все запарковано, мест нету. Наверное, где-то по другой улице, разве что. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут на Ярославлевом Валу, какие у нас есть цены. Цены у нас эспрессо 28 гривен, американо обычный 240 мл 40 гривен, фирменный чай у нас малина, чабрец, все чаи по 55 гривен, веганское молоко 15 гривен 110 миллилитров. Видите, даже так. Основной акцент Ярославля Вала это вот в этих зданиях. Вот посмотрите, сравните вот этот, допустим, балкон, да, вот этот балкон, нижний, верхний балкон или вот этот балкон. Какой из них несет большую историческую нагрузку? Ну, конечно же, те, которые остались еще с древности. Прокатные самокаты очень активно
помогают людям передвигаться в центре города, потому что ждать общественный транспорт, ждать какие-то маршрутки и тому подобное очень бывает долго, а главное сложно. Ну, друзья, посмотрите, вот эти вот скульптуры, вот этих девушек, да, их, мне кажется, даже реконструировали. Не выглядят они прям разваливающимся, но сам дом, конечно, вот облупленный фасад, он оставляет желать лучшего. И хорошо, что есть сетки. Потому что кирпич, который падает на голову, ну, наверное, не очень приятная штука. Прямо мы идем по Ярославному валу, а влево у нас, видите, какие открываются красоты, по которым просто грех не съехать на роликах, скейте, велосипеде или колесе. Сейчас в Киеве на вот таких вот синеньких местах, да, для автомобилей парковка бесплатная. По крайней мере, об изменении ее бесплатности я не слышал. Пока какие-то где-то заключают договора, пока какие-то где-то принимают решения, парковка остается бесплатная. Друзья, вот мы с вами дотопали до булочной Ярослава. Вот посмотрите, сейчас мы с вами зайдем, просто посмотрите и оцените вид со стороны. Вот такое даже меню или такой прескурант, который сделали даже в стиле вот этого вот самого кафе булочной. Вот посмотрите, давайте посмотрим, а потом зайдем. Салат 100 грамм 210 гривен. Деруны с свежиною 105 гривен. Тортик 25 гривен 100 грамм. Но это не в сравнении с обычными кафешками, которые там стоят по 100 гривен. Блинчики 225 гривен. Галеты 175 гривен. Друзья, но это мы с вами прочитали цены в ресторане, в кафе. А сама булочная, да, пирожковая или булочная, как ее называют, она на самом деле справа. И давайте заглянем, посмотрим. Единственный запрет, да, который нам тут говорят, это невозможность зайти с собачками. Вот так вот выглядит, видите? Вот такие дубовые столы, посмотрите, дубовые стулья, тяжеленные. На удивление, огромное количество свободных мест. В этой части у нас, видите, люди кушают. В этой части у нас больше такой формат кафе с горячими стравами, с салатиками и всем остальным. Давайте посмотрим супчики. Суп с локшиной 88 гривен. Суп грибной 85 гривен. Гарниры, вот смотрите, 50 гривен. Пюрешка 45. Вареники с мясом 200 грамм 99 гривен. Так вот выглядят салатики, видите? Овощной, тот бурячок. Узвар 20 гривен. Сырники 105 гривен. Да, давайте посмотрим, какие у нас сейчас пирожки. И сейчас люди чуть разойдутся. И посмотрим. Пирожок с маком. Пирожок с картошкой. Пирожок с цибулей. Добрий день, будь ласка, корицю одну і, будь ласка, какао маленьке. Видите, какао прям с половничком. Дякую. Говорят, что перша ассоциация у людей, да, с Ярославою, которые уже не первый день, не первый год ее знают, это булочка с корицей и склянка молока. Молоко в чистом виде я не люблю, поэтому я взял какао. А булочка с корицей вот такая вот у нас, смотрите, просто мягкая, продавливается просто рукой. Сейчас как раз отведаем и поставим
палец вверх Ярославне, булочной и булочкам. Какао в меру сладкое. Все, как я люблю. Булочка с корицей просто супер мягкая. Извините, жую. И супер аппетитная. Супер теплая, супер горячая. Друзья, зашел я, перекусил булочкой. Отличная булочка, как бы не взять, не отнять. Булочная Ярослава вашему вниманию с 9 утра до 8 вечера. Воскресенье, почему-то выходной. И многие говорят, знаете, что если прогуляться тут вечером, заглянуть сюда, даже просто проходя мимо вечером, можно встретить довольно интересных людей, встретить известных художников, но и точно так же можно встретить модную молодежь. То есть такое, знаете, соединение нескольких поколений, если так можно сказать. Ну и раз мы тут проходим рядышком, давайте посмотрим бар-бутик «Вино и здоровье». Какие у нас цены в этом баре-бутике. Закуски 210 гривен, супы от 160, да, 160, 130, 220. Десерты 80 или яблочный штрудель 100. Основные стравы, ну, рандомно возьмем стейк с яловичины 150 гривен за 100 грамм. Вы поняли уровень, да? Как раз находится напротив Radisson Blu. Сейчас у нас 4:30 вечера, еще не время идти домой, но люди уже собираются. Вот такие вот у нас даже, видите, интересные есть зеркала для того, чтобы людям было веселее передвигаться по Ярославлеву валу. В одном из прошлых роликов я уже говорил, что меня в исторической части Киева больше всего раздражает, наверное, две вещи. Это кондиционеры и пластиковые окна. Вот посмотрите, допустим, даже вот взять вот это здание. Ну, классное же здание, да, классное, имеет свою атмосферу. Пусть даже были бы, если балкончики вот такие вот деревянные, ну, они смотрятся классно, они смотрятся нормально. Но когда делают, допустим, из таких балконов вот такие вот пластиковые, оббитые вагонкой или непонятно чем, это совсем другая атмосфера и совсем другое дело. Много заведений, которые имеют какие-то формы, да, ведь знаки, вот типа TripAdvisor раньше было максимально популярно. И большинство из них, в принципе, в первую очередь рассчитано на туристов. Но при этом никто не запрещает вам зайти туда, отдохнуть, выпить чашку кофе или какао с круассаном. Вот справа у нас, видите, такое здание с мансардой за забором. Неизвестно, что красивее, само здание или забор. Чичико. Цены. Шашлык со свиного шейка 380 гривен за 150 грамм. Хинкали. Мы уже в двух заведениях видели хинкали. В одном хачапурня, как-то она называлась, стоила 30 гривен. Вчера я на Крещатике снимал, посмотрите, ролик уже вышел на канале, там было 45, а тут, посмотрите, уже даже 60 гривен я вижу хинкали. Хинкали микс. По рецепту, да, должен быть микс свинина и телятина. Ну и снизу, допустим, у нас десертики, да, десерт 295 гривен, это Наполеон 250 грамм. Вот такие вот цены в Чичико, который работает с 11 до 11. На Ярославом валу вот я иду, и я вижу, что есть велодорожка.
И я вижу, что на этой велодорожке, посмотрите, ни одного автомобиля не припарковано. А все почему? Потому что эвакуаторщики работают. Но плохо, что они работают только по центру. Плохо, что они работают только по Подолу. И их крайне мало. Если бы их было раз в 100, наверное, бы никто никогда ничего не нарушал. А так, человеку легче припарковаться, заплатить штраф, чем наматывать круги и искать какие-то парковочные места. Как мы видим с вами, друзья, некоторые здания отреконструированы, некоторые здания выглядят, ну, честно говоря, очень и очень сумрачно. Я как-то вышел с этой Ярославной, да, и не поделился с вами информацией, не поделился с вами своими мыслями. А мысли у меня следующие. Мысли у меня... Сейчас мы нарушим правила, перебежим, пока нас не догнал мотоциклист. Вот даже, смотрите, вот есть такая едальня. Цены посмотрим. Борщ украинский 46 гривен, зеленый 46, салаты 36. Ну, совсем не цены не для центра. Такие на фасаде здания барельефы. Так вот, друзья, я вышел с булочной и не успел поделиться с вами мыслями. Мысли следующие. Булочная, знаете, такая на потоке. То есть быстро одни готовят, другие выдают. Какого-то мега позитива со стороны официанта или администратора, или как он там называется, который обелечивает, да, выдает булочки, я не увидел. То есть он так, ему платят зарплату, он и стоит, он и выдает. Но какой-то, да, там формата улыбки я вообще про это молчу, ничего не говорю. Себя он попросил не снимать, ну, как бы я не буду с ним спорить, чего не хочет, не надо. Просто, мне кажется, в туристических местах на это вообще не стоит обращать внимание. Друзья, мы дошли с вами до рынка. Сейчас, несмотря на то, что уже дело близится, ну, совсем, так сказать, к закату, я хочу на тот рынок заглянуть. Вот такой вот небольшой рыночек, такой клаптик, да, потому что это Ярославль за углом. И это все, что от него осталось, потому что, видите, люди уже складываются, собираются. Давайте посмотрим. Яблочки 48 гривен, Семеренко. Помидорчики 115. Это что? Непонятно. Капуста, не капуста. Капуста килограмм 55. И лимоны 55. Видите, все уже собираются, складываются. Скорее всего, вот тут вот было, вот это вот место было для рынка. Ну, то, что у нас осталось. Давайте посмотрим сухофрукты. Сухофрукты, вот, видите, у нас 380, чернослив 170, 100 есть. Семечки, финики 170 и 150. На рынок, друзья, как говорят, нужно ходить утром. Но не всегда есть время, не всегда в то время, когда есть рынок, не всегда удобно. Так, друзья, сейчас мы с вами попытаемся пройти и выйти на фуникулер. Спустимся на Почтовую площадь. И кто не был ни разу на фуникулере, смотрит оценить его по достоинству. До фуникулера мы с вами пройдем по пейзажной аллее, скорее всего.